Кто за тобой наблюдает? Давай посмотрим вместе новый расклад Таро для мужчин. С вами Вика, и как всегда, мальчишки, настраивайтесь на расклад, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео. Самые стойкие, кто досмотрит видео до конца, получат бонус. Поэтому погнали, смотрим энергообмен, какой у вас сейчас будет, да? Сейчас будем делиться вашими энергетиками. Сейчас такой микс будет, кто в каких энергиях. И да, кстати, кто хочет записаться на личный расклад, либо на диагностику негатива, телефон под видео. Смотрите, я бы сказала, знаете что? Вот несмотря на то, сколько вам лет, да, потому что меня смотрят мужчины разных, таких весовых категорий, скажем так, в душе-то вы юны, в душе вы, ну, иногда такой бываете шебутной мальчишка, да. Это уже, кстати, не первый раз у нас показана в сигнификации, если кто меня смотрит, то те знают. Вы такой, знаете, бываете порой наивный. А вы бываете порой доверчивый. Есть какая-то такая, знаете, у вас, ну даже не детская, да, но детская это, конечно, ну, пусть будет юношеская такая чистота и наивность. Давайте сделаем опрос, да, вот, ну только по-честному. Мы здесь все свои. Вот напишите. Вот реально, положа руку на сердце, есть у вас, ну, действительно такая наивность какая-то, да? Бываете вы доверчивым, ну, 100%, ребят, ну, бываете. Вот давайте по чесноку только сделаем опрос, пишите. Вы человек, который очень ценит искренность. Вы сами такой человек, который, знаете, вы все, что не делаете, все, за что не беретесь, делаете это как-то и с душой, совестно как-то даже делаете ту же работу, да. Вот за что бы вы ни брались, вы не будете делать тяп-ляп, да. Важно качество, важна душа, потому что когда ты, ну вот банально, когда вы что-то даже готовите, да, потому что среди вас даже повара есть довольно неплохие, вы туда душу вкладываете, да? Вы же не набросали так, лишь бы что-то там, морковку, свеклу, либо еще что-то, да? Так от фонаря набросали, да, и пусть оно там какая-то бурда для хрюшки варится, да? Нет. Вы такой человек, который очень такой, знаете, вы дружелюбный, у вас есть друзья. Я не скажу, что их много, но они очень надежные. У кого-то может проиграться, что вы дружите очень давно. Может быть, кто-то с детства дружит. Может быть, там, я не знаю, с института, с молодости. Ну, то есть это не год, не два, не три. Потому что вы цените вот в друзьях именно верность и надежность. И не только в друзьях, но и в женщинах, конечно же. Но почему-то вот я не вижу, если честно, возле вас женщины. Понятно, что это общий расклад, да? Мне сейчас может кто-то написать, да, у меня есть женщина, да? Но смотрите, мы берем сейчас, ну так, большинство, да, которые меня смотрят. Вот я бы сказала, что у вас в душе зима и гололед. У кого-то это связано с тем, что вы потеряли свою женщину, кто-то похоронил, кто-то разошелся и действительно как будто внутри что-то умерло. Вот знаете, есть такое выражение в душе выжженное поле. То есть, ну такой полный штиль, да, в душе, когда ты понимаешь, что да, ты вроде бы живой человек, но ты ничего не чувствуешь, да, у тебя не ёкает, ты вроде бы так же живешь, ты общаешься с людьми, но как будто, ну вообще тишина в душе, да, вот нет каких-то всплесков эмоций, ну как-то вообще ничего не происходит, ну реально как будто вот сердце и душа все заморожено. Чтобы вас отогреть, я вам скажу, нужно очень сильно постараться, потому что знаете, неважно, какую вы ситуацию даже пережили, будь это потеря женщины, ну реально там, если вы кто-то похоронил, кто-то разошелся, но это такая была дичайшая боль, которая
но отголоском отдается, у кого-то, может быть, даже сквозь годы. Кто-то сейчас еще не отошел, и однозначно среди вас есть те, кто замкнулся, вот как в ракушку замкнулись, да, и не хотите вообще ни с кем общаться, вот не хочу, не буду, ничего. Очень часто у нас это также показывает сигнификации. Ну, конечно, это связано с тем, что многие меня смотрят постоянно, да, за что вам большое спасибо, мои любимые мальчишки. Даже я бы сказала, что среди вас есть те, кто заглядывали в рюмочку чая именно от боли, чтобы, ну, хоть как-то облегчить свои страдания. Я не говорю, что вы там опускались, да, что это был длительный период, но то, что пытались заглушить, да, вот как говорится, забыться немножечко, да, чтобы хоть немножко отвлечься от этих страданий. Печалька, конечно, печалька. Давайте еще глянем в двух словах, что мне о вас поведают. Может быть, что-то новенькое. Вы верите в судьбу. Ну, какая-то сегодня, знаете, довольно грустная сигнификация. Может быть, пришло сегодня на расклад больше людей, которым, ну, реально хреново. И вот знаете, это даже не связано с тем, в каких вы статусах находитесь. Хреново может быть и холостяку, да, кто-то переживает расставание. Это может еще означать, что даже если вы давно разошлись, но вам одиноко, потому что, ну, я не вижу любимой женщины рядом. То есть женщин полно вокруг, да, а вот сердечко-то заморожено, а сердечко-то никто так и не смог разморозить. У кого-то из вас отношения новые, я имею в виду, да, вот вроде бы начинали складываться, но как-то они очень быстро распадаются, да, вот напишите, ребят, у кого что резонирует. Вот вы сейчас грустите от одиночества, либо вы не отошли, да, от развода. Плюс еще я сюда добавлю, что даже те, кто находятся либо в браке, либо в отношениях, тоже есть среди вас такие, кто все-таки грустят. Вот почему хоть вы грустите, а? Потому что ваши отношения стоят на грани. Вы понимаете, что женщину-то вы еще любите, да? Но это токсичные отношения, которые уже стали совершенно другими. Они трансформировались. Женщина стала другая. Женщина стала холодная. Между вами тайны, между вами, ну, гололед. Поэтому вы тоже можете грустить, да? Но те, кто в новых отношениях, то мы пока смотреть не будем, да, дабы всю малину вам не перебить. Но я думаю, те, кто только познакомился, я думаю, вы не будете пока грустить, потому что это новые эмоции, это всплеск каких-то, знаете, там, я не знаю, инстинктов ваших, да, это надежда на светлое будущее. Поэтому мы не будем перебивать вам вашу эйфорию. Пусть все сбудется, пусть у вас будет хорошо, кто только познакомился. Итак, мои мальчишки, давайте будем смотреть, кто же за вами наблюдает. Итак, погнали. Да, посмотрите, вот видите, даже окружающие видят, что вы, ну, такой, как, ну, есть снежная королева, а вы как снежный король порой бываете, да? Могут даже почему-то вот думать, что вы такой весь хладнокровный, жесткий, может быть, да? Хотя они-то все не знают, что у вас в душе делается, да? И неважно, когда вы потеряли свою женщину. Вы же каждому не будете рассказывать, что да, мне хреново, да? Не будете. Смотрите, за вами наблюдает дама, которая моложе вас. Она очень интересная, она очень юна, но в то же время она относится к женщинам, которым нравятся мужчины постарше. Как правило, это бывает, когда вот девочки вырастают без отцов. Я думаю, может быть, вы даже слышали об этом, да, очень часто такое происходит, да, вот, то есть они не признают своих ровесников, там, мужчин младше, вот как-то, ну, это на подсознании. Эта женщина, ну, девушка даже, я бы сказала, да, она юна, она наивна, но вот вы у нее, ну, явно ассоциируетесь с тем отцом, которого у нее нет.
Она выросла, ну, очень вероятно, она выросла без мамы. Она, знаете, вы можете даже ну, как-то это ощущать, да. Я не буду привязываться к месту, да, потому что общий расклад, где вы с ней пересекаетесь по соседству, там в компании, либо еще где-то. Я не говорю, что ей 15 лет. Нет, ребят, не подумайте. Просто она нам, эта женщина, девушка, она просто намного моложе вас. Там, ну, пусть 15, может быть, лет, 20 разницы, у кого как. То есть ей с вами очень интересно, да? Она порой даже, вот знаете, как будто со стороны за вами наблюдает, она любуется вами, вашей мужской силой, такой уверенностью, внешностью, да. Она, она как бы, знаете, даже как-то учится у вас. Вот когда вы с ней ведете какие-то разговоры банальные, это могут быть дружеские разговоры о том, о сём, ни о чем. Но вот реально вы для нее как какой-то учитель, наставник. Она вами восхищается, ну вот как мужчина. Я не говорю, что она хочет прыгнуть вам в постель. Нет. Здесь немножко другие наклонности. Может быть, кто-то разочаруется, да? Но она очень адекватно, она трезво оценивает и разницу в возрасте, и то, что вот ваша такая, может быть, немножко холодность какая-то, такая неприступность, она тоже ее немножко пугает. Но в то же время, да, вот ей интересно слушать, что вы рассказываете, как вы рассказываете. Это может быть привлекательная манера общения. Это может быть даже ваши какие-то шутки, анекдоты, ну, смотря где, что вы рассказываете, да. То, как вы общаетесь с людьми. Она как будто, знаете, вроде бы бывают такие моменты, что она стоит рядом, но она наблюдает, как вот вы с другими людьми, да, вот коммуницируете. И неважно, по телефону вы с кем-то общаетесь, либо же вы в жизни, да. Ну, то есть она вами восхищается, восхищается вашими талантами, вашим умом, вашей такой умелостью, да, вот как будто она знает, что вы мастер на все руки, да, вот вы мастер в тех делах, вот, ну, не только где вы работаете, да, может быть, у вас две специальности, может, вы вообще такой рукастый товарищ, да, который и сантехнику, я и столяр, я и плотник, я и туда, и сюда. То есть это такая, знаете, ну, какая-то наивная, детская такая, ну, назовем ее влюбленность, потому что это, знаете, вот так, ну, восторженное какое-то ощущение, когда ты смотришь на человека и ты готов, ну, впитывать каждое его слово. Вот именно восторженность от вас. Между прочим, я вам скажу, что если вот вы заметите эту женщину, ну, девушку, женщину, как угодно называйте, ну, опознавательный знак – это то, что большая разница. Между прочим, среди вас будут те, кто, в общем-то, не прочь с ней начать отношения. Потому что многих из вас разница в возрасте абсолютно не пугает. И давайте вот все-таки посмотрим в двух словах, будет ли у вас какое-то сближение, либо что-то такое. Ух ты, ребят, у вас выпала семейная карта. Вот это капец, капец. Смотрите, у кого-то из вас однозначно может проиграться, что вы какой-то период, вы поймете, какая это девушка. Вот после того, как я сказала, вы поймете, что это за женщина, которая намного моложе вас. Сначала вы с ней продолжите общаться, ну так, ну более-менее на расстоянии, да, потому что для кого-то это шок, большая разница в возрасте. Для кого-то это тот еще осадок, который не отошел от прежних отношений, да. Для кого-то будут сомнения, что ну как с такой наивной девчонкой, молоденькой, да, может что-то получиться. То есть у каждого вот эти вот свои мысли, свои заморочки будут. Но, тем не менее, вы будете все равно как-то общаться. Это скорее будет поначалу дружеское общение. У кого-то это, может быть, даже в переписку перейдет, да. Но будете ловить себя на мысли, что вам с ней все комфортней, комфортней.
Плюс еще где-то вы окажетесь с ней в какой-то компании, может быть, это чей-то день рождения, да, ну какая-то такая посиделочка небольшая будет. Вот именно на этой посиделке начнется, ну такая, наверное, новая точка отсчета, когда можно будет смело сказать, что вот вы постепенно начинаете входить в отношения с этой девушкой. Поскольку у нас выпала семейная карта, то, ну, конечно же, я обязана просто сказать, что если вы захотите, вы можете даже жениться на ней, да, со временем, не завтра, понятно. Кто-то захочет гражданским браком жить. Я всегда говорю, что вот Таро показывает, да, что может это случиться. Но вы человек вольный. Вы захотите распишитесь, захотите будете просто жить, захотите будете встречаться. Ну, хозяин-барин. Поэтому вот такая девочка за вами наблюдает. Ну, почему-то мне ее все время хочется назвать девочкой, не знаю. Понятно, что ей не 15 и не 20. Но, тем не менее, мальчишки, присмотритесь к тем, с кем вы общаетесь, да, потому что порой мы не особо обращаем внимание на то, какими глазами на нас смотрят партнеры, да. Ну, партнеры, я имею в виду, противоположного пола. Не всегда мы замечаем, да, потому что то ли настроения нет, то у кого-то проблемы, то у кого-то что-то болит, и порой можно пропустить довольно неплохого и достойного человека. Ну и, конечно же, как я и обещала, для самых стойких, давайте-ка посмотрим, что же вам советуют Таро. Итак, ух ты! Смотрите, у вас у многих будет трансформация вашей жизни. Я скажу так, коротко. Те, кто сейчас находятся в токсичных отношениях, я скажу сначала вам. Не бойтесь ломать эти отношения. Вы выиграете тем, что вы разойдетесь. Вот как бы это парадоксально ни звучало, но вы получите свободу, вы получите уверенность в завтрашнем дне, и вы получите маленькую такую надежду и огонечек на то, что в вашу жизнь все равно придет новая любовь. У вас у всех идет трансформация, у вас идет конец одиночества, ребят. И те, кто сейчас вот без пары, да, у вас идет новая любовь. И те, кто сейчас в ужасных таких отношениях, у вас сразу башня выпала. Вы видите, что? Вам сразу же Таро советует, разрушайте ненужные отношения, в которых вы одиноки. Вот, в этих отношениях вы одиноки. Вот, в этих отношениях вы как будто задыхаетесь. Разрушайте. Что я могу резюмировать, ребят? Вы будете счастливы, неважно в каком статусе вы находитесь. Поэтому не вешать нос гардемарины. Такой был сегодня у нас с вами расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!